Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Сегодня продолжим рассказывать о Дональде Трампе. Как складывался его характер. Если кто-то не смотрел предыдущее видео, рекомендуем посмотреть часть первую. Мы все говорим, что родители – первые учителя детей. Правильно? Мать Трампа – шотландка, а сама Шотландия относительно отдалена от Британии. На самом деле это очень отдаленный и бедный остров. Когда ей было 18 лет, она приехала в Соединенные Штаты работать няней. Однажды она была на танцевальной вечеринке и там встретила своего будущего мужа, то есть отца Дональда. Через 2 года они поженились, и после свадьбы она получила американское гражданство. 14 июня 1946 года Дональд Трамп родился в Нью-Йорке. Он был богатым Трампом второго поколения с рождения. С детства он был полон уверенности и жизненной силы. Был смел, руководил организацией розыгрышей, дрался с учителями, не любил учиться. Выходя из школы, типичный детский глава, сражающийся и создающий проблемы. Когда Трампу было 13 лет, его родители отправили его в военную академию в Нью-Йорке в надежде на то, чтобы он направил энергию и уверенность в себе в правильном направлении. Трамп, в свою очередь, не оправдал ожиданий своих родителей. Спортсмен, играющий в школьной футбольной команде в 1962 году, был членом футбольной команды 1963 года и членом школьной бейсбольной команды с 1962 по 1964 год. В качестве капитана бейсбольной команды был в 1964 году. Трамп один из тех, кто любит сильных, любит бросать вызов авторитету и ведет себя независимо. По сути, это его характер. Трамп вырос, живя со своим отцом на стройке. С одной стороны, он собирал утиль на стройке и продавал его за деньги, зная, что деньги нелегко достаются. В то же время, его деловое мышление также сформировалось с детства. Определив его точку зрения в торговле, можно только выигрывать. Рожденный в качестве богатого Трампа, второго поколения, при выборе университета он не повиновался домашним договоренностям и решил учиться в 3-й лучшей бизнес-школе мира – Wharton Business School, изучая недвижимость. В этот период Трамп работал не покладая рук, получая бизнес-знания, совмещая с практикой в фирме отца, развивая четкое видение бизнеса для своей будущей бизнес-империи. После окончания школы Уортона в университете Пенсильвании в 1968 году он официально присоединился к компании отца и начал управлять деятельностью. А в 1975 году официально вступил в бизнес-сообщество. Что действительно помогло Трампу заработать первый мешок с деньгами, мешок с золотом. И что сделало его известным в этой отрасли? Это отель Хаятт, построенный в 1975 году. Он приобретает за $10 миллионов полуразрушенный отель возле центрального вокзала Нью-Йорка и тратит 5 лет, чтобы убедить местное правительство предоставить ему 40-летнюю налоговую льготу, тратя огромные суммы денег на найм знаменитых дизайнеров для оформления экстерьера здания. А затем 5 лет спустя отель Хаятт поднялся с нуля, что является важной вехой в сфере недвижимости Трампа. В то время отель Хаятт был переполнен, принося ему не только деньги, но и славу. Трампу, которому тогда было всего лишь 34 года. Последующее строительство башни Трампа и катка оставило глубокое впечатление на людей, и сарафанное радио дало Трампу большую популярность. Трамп, которого называют королем недвижимости, расширяет свою бизнес-империю во все основные выгодные отрасли, включая открытие казино и полей для гольфа, в дополнение к недвижимости. Он также участвует в индустрии развлечений, является ведущим телевизионного шоу, таких как американское реалити-шоу «Ученица знаменитости», и также становится председателем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Трамп часто не играет в карты в соответствии со здравым смыслом, имеет странное деловое мышление и хорошо использует собственные средства для достижения своих целей. Возьмем его винодельню в качестве примера. Та была оценена в $16 миллионов. Трамп принял стратегию отнять у владельца любовь, купив 200 акров земли вокруг винодельни за $500 тысяч. Затем установил очень яркие знаки: частная собственность, нельзя пересекать данную территорию, тем самым запретив другим покупателям проходить через его
отрезок земли. И, наконец, выкупил эту винодельню всего за 3,6 миллиона долларов США. Он начал управлять этой винодельной, переименовав ее в Трамфайнери. Не забываем подписываться на мой канал, ставим колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Для тех, кто хочет разобраться, кто хочет начать бизнес в Китае, наладить покупки или наоборот выйти со своим товаром на рынок Китая, найти работу, кто просто хочет связать себя с Китаем, подписывайтесь на наш закрытый клуб. Ссылки в описании. Те, кто хочет выучить китайский язык, мы предлагаем курсы системные, курсы с носителем языка 1 на 1. Стоимость урока от 209 рублей. По окончанию курса получение международного сертификата HSK 4 из 6 возможно. Ссылки под этим видео.